Вначале, конечно, я выбираю самые тонкие, слабенькие побеги. И сейчас я сделаю подвязку. Выбираю самый сильный побег. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. Сегодня 2 апреля, нахожусь я в Московской области. У нас установилась очень теплая погода, плюс 22 градуса, это аномальное тепло для нашего региона. Сегодня я буду обрезать метельчатую гортензию, так как снег у нас практически сошел. Я вот специально установил сзади вот такой светлый экран, чтобы вам лучше было видно обрезку метельчатой гортензии. Обрезать будем сегодня такой известный сорт, который многие знают. Он уже давно у нас выращивается в наших садах с 2002 года. Сорт называется Vanille Fraise. Его нам подарил известный французский селекционер гортензий Жан Рено. Многие успешно выращивают этот сорт метельчатой гортензии не только в Московской области, но и в более северных регионах и, конечно, в более южных. Вот в зависимости от региона стоит учитывать определенные особенности обрезки данного сорта метельчатой гортензии, о которых я вам сегодня расскажу и покажу наглядно, потому что часто у меня спрашивают, почему не цветет гортензия, точнее, почему не успевает она зацвести, набирает соцветия, но не успевает. Наступает холодный период года, осень, заморозки, и, в общем-то, гортензия не показывает себя в полной красе. И таких сортов много, которые в условиях Франции, в условиях Европы, в условиях более южных регионах, допустим, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Крыму, успешно цветут, начиная с середины лета, но в Московской области, а также в более северных регионах, допустим, в Ленинградской области, эта гортензия может не успеть просто зацвести. Связано это в первую очередь, конечно, с обрезкой, но и во вторую очередь это с местом посадки. То есть все-таки гортензия метельчатая любит достаточно солнечные места. Необходимо сажать ее желательно даже, может быть, где-то на солнечных местах, если у вас такие вот прохладные условия, да, у вас садовый участок в низине, у вас бывают такие туманы затяжные, поэтому вот даже лучше, может быть, ее посадить на солнечном месте, ну или хотя бы в полутени, чтобы на протяжении полудня, на протяжении 6 часов солнечный свет попадал на растение. Тогда вот эти вот сорта, которые относятся к среднему периоду цветения, да, в том числе и Vanille Fraise, в том числе, я должен сказать, и Самарская Лидия, которые многие очень любят этот сорт метельчатой гортензии, и в том числе и Bonfire. Обрезать нужно определенным образом, оставлять достаточное количество прошлогодней древесины, чтобы просто ускорить ее цветение. Как это сделать, сейчас я вам покажу. Ну и обязательно отвечу на такой вопрос, когда же все-таки обрезать метельчатые гортензии в весенний период. Осеннюю обрезку я уже показывал вам в прошлых своих видео, а вот весенняя обрезка, друзья мои, самый лучший вариант обрезки, самое лучшее время для обрезки, это, конечно, период, когда вот сошел снег. Как только снег сошел и у вас на участке образовалась возможность подойти к вашим кустикам гортензии, вот в этот период и можно уже начинать обрезку. Не затягивайте с обрезкой метельчатой гортензии, потому что после того, как распустятся почки, обрезка может растению повредить, так как начнется активная вегетация, активное сокодвижение, и просто из ранок, оставленных после обрезки, начнет выделяться сок, и это может принести, конечно, вред для вашего растения. Итак, вот сейчас у меня за спиной Vanille Fraise. Этому растению, этому кусту 4 года. Приступим к его обрезке. Итак, смотрите, вот такой кустик. Vanille Fraise относится к сортам высокорослым, может достигать 2 метров высоты. Так что это также надо учитывать при посадке этого растения. Нужно оставить ей достаточное количество места для роста, либо делать компактную обрезку. Сейчас я вам покажу обрезку, которая сочетает в себе все эти преимущества. И вот, смотрите, покажу вам перед обрезкой еще такой вариант. Вот у меня установлен 3 таких пластиковых колышка. Это сантехнические трубы диаметром 2 сантиметра. И вот такая завязана вокруг веревочка, достаточно толстая. Это я установил еще в прошлом году, на зиму не снимал. Это опора для
для ветвей, для стеблей метельчатой гортензии, так как этот сорт склонен из-за больших соцветий, склонен к пониканию и даже к обламыванию побегов. Поэтому подпорки для данного куста, для данного сорта, конечно, нужно делать. Я вам еще покажу подвязку побегов, который также обеспечит компактность куста и лучшую устойчивость. Ну а сейчас перейдем к обрезке. И начнем мы ее с центра куста. Вначале, конечно, я выбираю самые тонкие, слабенькие побеги. Нужен, кстати, хороший секатор, потому что бывает стебли у гортензий достаточно толстые. Ну вот, смотрите, вот такой вот пенечек сразу я удалил. Естественно, он не нужен. Вот еще тонкая поросль. Начинаю с самых слабых побегов от центра куста. Вот еще побег, идущий внутрь. И вот также удаляю. Срезаю практически на кольцо. А вот эти два сильных побега я пока оставлю. Дальше продолжаю обрезку. Удаляю вот этот побег. Мне тоже не нужен. Здесь вот, кстати, это у меня с названием сорта. Вот такая бирочка очень удобная. Она не портится, не выгорает. Это просто обрезанный кусочек жестяной бутылки от пива. И здесь ручкой шариковой выдавлено название сорта. И прикреплено к стеблям вот на такую вот проволочку. Вот это разветвление также не нужно. Здесь я смотрю, у меня достаточно большое количество побегов. И я сейчас уже понимаю, что мне нужно оставить всего лишь 3 самых сильных побега. Они будут у нас служить штамбами для растения. Этот бок смотрящий отрезаю. Здесь я оставлю вот этот вот побег. А вот так укорочу. Вот эти срезанные стебли я использую для размножения черенками метельчатых гортензий. Это несложно, но нужно, конечно, знать определенные агроприемы для успешного укоренения. О них я рассказывал в своих прошлых видеороликах. Так, смотрите, что сейчас представляет кустики. После предварительной обрезки высоту еще не обрезал. Сейчас будем обрезать высоту, укорачивать. Оставлено 3 самых сильных побега. И вот здесь еще пришел у меня помощник. Теперь я буду укорачивать побеги на определенную высоту. А что значит на определенную? Я буду оставлять штамбы высотой примерно около 40 сантиметров. При этом на них будет 1, 2, 3, 4 пары почек. Возможно, даже 5. Но это будет, я думаю, уже слишком высоко. Вот многие спрашивают, что такое пара почек. Это 2 почки. Между ними находится междоузлие. Вот этот вот запас, высокая такая обрезка, запас прошлогодней древесины нужен для того, чтобы ваниль фрейс раньше зацвела. В более южных регионах обрезать можно короче. Тогда растение, конечно, будет еще цвести более крупными соцветиями. Но вот в нашем климате, в средней полосе, в Московской области, все-таки я рекомендую выращивать на штамбе, чтобы растение раньше зацвело. В дальнейшем будут формироваться побеги ответвления, которые можно будет уже обрезать покороче на 2 междоузлия, либо на одно, оставив одну пару почек. Но это уже в следующем году вам покажу, как это делается. А вот пока для 4-летнего кустика формирование 3 штамбов будет и компактно, и в то же время обеспечить более раннее цветение. Поэтому еще раз считаю. 1 пара почек, 2 пара почек, 3 пара почек, 4 пары почек. Отступив примерно на сантиметр от пары почек, я делаю обрезку. Остальные 2 побега я буду обрезать примерно на высоту
первого. Здесь уже можно не считать количество пар почек, просто обрезать примерно в уровень с первым побегом. Также можно делать и ярусную обрезку, но это на более взрослых растениях. Можно и на этом сделать. Можно обрезать один побег чуть покороче, второй чуть подлиннее, и тогда соцветия будут располагаться на разных ярусах. Это тоже интересный подход к обрезке, но на более взрослых растениях обычно его применяют. То есть обрезка получается ярусная, и цветение, соответственно, будет многоярусным. Тоже очень хороший способ обрезки. Ну вот смотрите, беру следующий побег и обрезаю его в сантиметре примерно над почкой. Слишком близко к почке обрезать не нужно, чтобы в этом месте образовалась раневая ткань, чтобы образовалась пробочка и в дальнейшем не попала никакая инфекция к почкам. То есть нужно выдержать небольшое расстояние. И третий побег я также обрежу примерно в уровень, хотя может быть чуть-чуть я его обрежу подлиннее. Вот здесь. Здесь разница всего лишь примерно в 10 сантиметров высота вот с этими соседними побегами будет. Вот что получилось после обрезки. Смотрите, 3 достаточно высоких штамба высотой около 40-50 сантиметров, может быть. И сейчас я их еще свяжу определенным образом, чтобы сформировался компактный кустик, и побеги в дальнейшем, когда начнут раскрываться почки и растение будет нагружено соцветиями, чтобы побеги лучше держали молодые соцветия. Для подвязки я использую вот такую джутовую веревочку, сложенную вдвое. Длина в сложном состоянии примерно около 50 сантиметров. Но это, конечно, зависит от размера куста. Если кусты у вас большего объема, большего диаметра, то длину веревочки, естественно, нужно будет увеличить. И сейчас я сделаю подвязку. Выбираю самый сильный побег. Здесь вот в эту петельку продеваю веревочку вот таким образом. Вот смотрите, здесь верхняя пара почек между верхней, первой и второй парой почек. Дальше я вот таким образом захватываю следующий побег. И вот этот побег также вот так обхватываю. Здесь я могу привязать вот к этому побегу, либо можно использовать в моем случае опору. Такая подвязка способствует формированию более правильных вертикально направленных побегов. Кустик будет более компактный, и ему легче будет удерживать в вертикальном положении уже текущего года побеги, которые будут нести соцветия. И еще обратите внимание, сейчас у меня центр куста немного сместился относительно моих установленных вот этих опор, поэтому я их немного перенесу в эту сторону, чтобы кустик был между ними ровно по центру.